препятствия, желание доминировать. Человек мог быть хорошим лидером бхакти-врикши и, зная, что члены группы новички, мог хорошо заботиться о них. Но когда дело доходит до общения с более устоявшимися преданными, такими как лидеры бхакти-врикши, он может относиться к ним без особой заботы и любви. Тогда могут активироваться гуны материальной природы, и лидер сектора может становиться авторитарным, требовательным и нечувствительным в своих отношениях с младшими. Он может оправдывать такое поведение необходимостью поддержания дисциплины. Но если младшие проявляют признаки пренебрежения, неповиновения, расслабленности в своих делах, не отчитываются и не подчиняются, то лидер сектора должен искать причину этого в себе и проконсультироваться об этой проблеме со своими старшими. Легко обвинять в любой проблеме младших или любое количество внешних факторов, но таким образом ее не решить. Чтобы решить проблему, надо принять ответственность и заняться ее решением спокойно и собрано, советуясь со старшими. Если реагировать на проблему эмоционально или импульсивно, то младшие не изменятся. С другой стороны, оставаясь спокойным и рассудительным, можно расположить к себе младших, и в должный срок они поймут ценность смирения и послушания такому разумному лидеру. Это помогает лидеру сектора взращивать собственное сознание Кришны. Он начинает осознавать, что не он, а Кришна контролирует ситуацию, и что молитвы и зависимость от Бога – это ключевой фактор в успехе лидера. Насаждением страха не завоевать любви, а сознание Кришны и заключается в развитии любовных отношений. Такие отношения будут побуждать лидеров делать все, на что они способны. С другой стороны, автократическое отношение взрастят негодование, бунтарский дух, напряжение, разобщенность, и бхакти-врикша утеряет свой истинный дух и даже может разрушиться. Hare Krishna. So, actually, Bhakti Vriksha really helps. Oh, Ishani Kirti is wearing a black color veil. She looks like a nun. Матаджи Ishani Kirti, вы в таком черном шарфике похожи на монашку. Не пугайтесь, прямо Падмини. У нас погода, я на берегу реки. Don't be afraid, she is not a nun, it's cold and she is on the bank of a river. Ah, okay. Okay. So this in Bhakti Vriksha, it really helps us to become, everyone to grow in spiritual life, to really become mature. Бхакти Врикша реально помогает им вырасти и повзрослеть в духовной жизни. You're muted. But you have to unmute your mic and your camera is off. Now it's okay. So in Bhakti Vriksha, because we have to, the real difficulty in making spiritual advancement, devotees, they don't know how to have nice relationships
with seniors, with juniors, and with equals. Главное сложной духовной жизни заключается в том, что преданные не умеют выстраивать отношения с младшими, равными и старшими. And in the Bhagavatam, it is said that unless we know unless we respect all other devotees and see how Krishna is also there in everyone, we will not advance to Madhyama platform. А в Бхагаватам сказано, что пока мы не научимся уважать других преданных и видеть, как Кришна действует через них, мы не поднимемся на ступень Мадьямы. So there will be problems when you're dealing with people. People are all, we are all here, they have some independent thinking or selfish interests. В отношении с любыми людьми возникают проблемы из-за их независимого духа, из-за каких-то их корыстных мотивов. And so the sector leader tries to, sort it out. If the junior, it has to be, say, okay. So first, a sector leader tries himself. If there is some lack of cooperation among the Bhakti-Vriksha leaders, he tries to, he can consult the senior, is Chakrapati, and get some ideas how to deal with them. Если лидеры Бхакти-Врикш не ладят между собой, то лидер сектора может обратиться за помощью к Махачакрапати. Чакрапати. Может, у него есть какие-то идеи, как решить эту проблему. But if he's not able to settle it, then he should invite the Chakrapati to also come and talk to the Bhakti-Vriksha leaders. Но до этого он должен попытаться решить проблему сам. So, in Bhakti-Vriksha, we really have to help people to overcome their anarthas. На Бхакти-Врикше нам приходится помогать людям избавляться от своих анартх. And then this helps the seniors to also develop a lot of tolerance and patience. Также старшим Бхакти-Врикша помогает развивать терпение. And the wonderful truth is that Krishna is also part of this. If we are very sincere, then Krishna also helps in encouraging people, in inspiring people. И что самое замечательное, это то, что Кришна во всем этом присутствует. Он тоже помогает вдохновлять людей и помогает им меняться к лучшему. Because when the juniors, they don't behave nicely, or they're very offensive or does something, then what happens? It reflects on their chanting. Then they realize, oh, I'm not able to concentrate. My chanting has become very bad, and so on. Дело в том, что когда младшие ведут себя некорректно, это сразу бьет по их джапе. Они видят, что они уже джапу не могут внимательно читать, не могут сконцентрироваться. Or they see that, their success in Bhakti-Vriksha also develops on their behavior. Ну и вообще их успех в Бхакти-Врикше тоже зависит от их поведения. So in this way, we have to, we have to have compassion and understand that everybody's got anarthas and we have to live with it and help people to grow. Поэтому нам нужно сострадание, нам нужно понимать, что анархи есть у всех, с этим придется смириться, и мы просто должны помогать другим вырасти. And and we should have complete confidence that people are all, if you keep encouraging them, then they will develop. If we show example, so the seniors have to show by example what is the ideal behavior. У нас должна быть вера в то, что если показывать хороший пример, преданным вдохновлять, то они будут развиваться. Но главное здесь это хороший пример старших. And and because sector leader has also been a Bhakti-Vriksha leader, and he knows that there are many difficulties in dealing with people and all that, so he should be sympathetic and help him. Лидер сектора сам когда-то вел Бхакти-Врикшу, поэтому он должен понимать, что с людьми иногда возникают проблемы, он должен проявлять симпатию и терпение. The main difficulty is to change the dominating tendency of a servant. That's the main thing that we need to develop. Но главная задача здесь это преобразовать желание доминировать в умонастроение служения.
Because in the material world, everybody thinks that if I'm a leader, everyone should listen to me, and they want to, they want to dominate and control. В материальном мире все убеждены, что если ты лидер, ты должен доминировать, контролировать, и все должны тебя слушаться. And in Bhakti-vriksha, we are training people, ourselves, to become servant leaders. Но на Бхакти-врикше мы учим других и сами тоже учимся, как стать лидером-слугой. And for the pleasure of Krishna, not for ourselves. И как действовать для удовлетворения Кришны, а не ради собственного удовольствия. So this helps, and that's why Bhakti-vriksha produces really nectarian devotees. Вот почему из Бхакти-врикши выходят по-настоящему нектарные преданные. In the beginning, they may not be so nectarian. Ну, может, конечно, они не сразу такими становятся. But when we keep dealing with them and encouraging them and preaching to them, then they develop these sweet qualities. Но если мы продолжаем общаться с ними, вдохновлять их, учить их, то эти качества в них постепенно проявятся. Yes, anybody wants to share? Если кто-то хочет таким опытом поделиться, пожалуйста. Скорее опыт, наверное, такой, что действительно это часто приходится в себе преодолевать моменты, вот есть, допустим, какие-то задачи, которые сейчас насущные стоят. Недавно обсуждали важность заполнения отчетов, и здесь говорится, что нужно молиться как-то особым образом. Можно уточнить, какую молитву надо произносить, чтобы захотели обычные осуществлять отчетность? Это Мата же сказал, да, что надо молиться особым образом? Ну, здесь вот прям в тексте написано. We were recently discussing reporting, and here in the book it is said that one should pray in a special way so that Bhakti Vriksha leaders complete their reports. So what are those special prayers? Special prayers for reports. For make them complete the reports. Actually, we have to make them write the reports in front of us. Но на самом деле они отчеты должны в нашем присутствии заполнять. And that's why in that level 2, Bhakti Vriksha, we have also the strategic planning forms are given, and they have to fill it up once in 2 months in the meeting itself. И на этой же встрече, помимо отчетов, раздаются еще формы стратегического планирования, которые раз в 2 месяца тоже нужно заполнять. Because then after that, they leave the reports with the sector leader, and the sector leader will ask, because in the form will be written what steps they need to take, the Bhakti Vriksha leaders. So the sector leader will inquire, did you do whatever? He'll check. Every time they have the meeting, then he'll check whether they are working on whatever they wrote in the form. И вот в этой форме стратегического планирования указываются цели для каждого участника, какие шаги предприняты. И вот регулярно просматривая эту форму, лидер сектора спрашивает, какие шаги были сделаны, какие успехи достигнуты. So, is that okay? Ну, это то, о чем вы спрашивали? Да, просто, может быть, какая-то молитва есть, которую нужно особенное настроение, чтобы это вдохновение появилось у слуг лидеров это заполнять, потому что многие говорят, это вообще сложно для меня, это очень аскеза, вообще столько времени там убивает. Often Bhakti Vriksha leaders do not want to fill their reports. They say that it's too much for them. It's very difficult. So maybe we should pray in a special way or develop a special mood to handle this. То есть как нужно себя поменять, чтобы вот это вдохновение как-то оно перешло к... See, the thing is, the strategic planning form is very interesting. It's very simple also. Ну, вот эта форма стратегического планирования, она сама по себе очень интересная, она несложная. Because we write down the names of each person, each Bhakti Vriksha member.
Мы вписываем туда имя каждого участника Бхакти-врикши. And then we write what is their current Siksha level. Указываем их текущий уровень шикши. And what do we want them to be in the next 2 months? И на каком уровне мы хотели бы их видеть через 2 месяца. And what are the obstacles for them going into the next level? И какие препятствия для этого? And what do I have to do in order to remove those obstacles? И что я должен сделать, чтобы помочь устранить эти препятствия? So the Bhakti-vriksha leader discusses with the sector leader what to do. He discusses this is the obstacle. So it becomes very interesting because there are other Bhakti-vriksha leaders also sitting there, and it becomes a common effort. You know, everybody is trying to say, oh, maybe we can do this or that in order to overcome the obstacles. И лидер Бхакти-врикши начинает с лидером сектора обсуждать вот эти препятствия. И весь интерес в том, что там же сидят лидеры других Бхакти-врикши. Они могут тоже какие-то идеи давать. И это такое получается интересное обсуждение. And so only once in 2 months they write it down. Потом эта форма заполняется всего раз в 2 месяца. Then after that, in the other meetings, the sector leader will only be reading and asking them, did you go visit them or did you talk to them? Whatever they've written in the form, he will just check whether they are following it. А в промежутках между этими встречами раз в 2 месяца, на остальных встречах лидер сектора просто спрашивает лидера Бхакти-врикши, ну как ты ходил к ним, говорил с этими людьми. То есть он убеждается, что тот выполняет то, что в форме они запланировали делать. So because there is, it's a pooled effort. It's not alone they have to sit and fill up the form. So it's not a burden for them. Так что можно сказать, что заполнение этой формы – это такое коллективное усилие, поэтому это не будет как аскеза восприниматься. Yes. Спасибо. Будем надеяться, что какое-то интерактивное обсуждение, оно все-таки поможет преданному видеть большой интерес в этом. Hopefully, such an interactive discussion of the forum will inspire devotees to fill it up. Yes. They'll be very interested because they are discussing and it's not a burden. Normally, you know, people don't like to think. They hate for filling up any forms because they have to think and write it down. Ну да, это не будет никаким бременем. Так-то понятно, что людям не нравится заполнять всякие формы, потому что же думать надо, а думать никто не хочет. Isn't it? Any form, people hate filling up forms. Вот найдите хоть одного человека, который любит бланки заполнять. Такие бывают, но это редкость, наверное. Maybe sometimes some people do like it, but it's a rare occasion. Yeah, maybe someone who is doing very well in Bhakti-vriksha. Да, это, наверное, те преданные, у которых очень хорошо получается Бхакти-врикшей заниматься. Okay. Я так понимаю, еще это потом влияет на то, что как бы дублицируемость, ну, сложно как бы реализовать, если лидеры не привыкли, допустим, вот к такой форме взаимодействия, они потом не могут, ну, дальше породить какие-то сектора, круга, там, ну, потому что... And it seems that if Bhakti-vriksha leaders are not accustomed to fill the form and to discuss strategic planning, they will have difficulty when they, in their turn, become sector leaders and they have to do this with their Bhakti-vriksha leaders. Yes. Ну да. That's it. And so, because we are not meeting only to fill up forms, we the second level we are discussing about Chaitanya Mahaprabhu's mood and about Bhagavad Gita and all that. All that is very inspiring. So after that, when we fill up the forms and art of Bhakti Vriksha, all that are you know, they are already inspired. So afterwards, we collectively sit and fill it up. Then they don't find it boring. Но потом эта встреча, она не сводится к одному заполнению форм, правильно? Там про Господа Чайтанью говорят, Бхагавад-гиту читают, то есть все вдохновляются, и в конце просто садятся и заполняют форму. Normally, people don't like these strategic planning meetings because people only talk about what to do.
how many things you did, how many Bhakti Vrikshas, and then Vyuha programs, and just numbers. So people, they think, oh, this is too boring, or it's too dry. It's like a pressure on us, and we have to do this and that, so they feel bored. Обычно люди не любят подобного рода собрания, связанные с планированием, потому что там одни цифры, столько Бхакти Врикш открыли, столько вьюх провели, это все скучно. But this form is very personal, because we're talking about every devotee and their progress and what's happening in their lives. Но вот именно эта форма, она очень личностная, потому что там говорится о живых людях, о конкретных преданных, о их духовном прогрессе. Isn't it? Разве Спасибо, не? да, будем медитировать, как настройку, наверное, делать надо, читать все-таки какое-то священное писание перед тем, как начать обсуждать стратегическое планирование. Yes, thank you. I think we need something to read before that, just to get in a proper mood, maybe some passage from a Shastra or something like this. That is what you didn't tell them, that level 2 we read from, okay, whatever Shastra, but that's why we've got Chaitanya Charitamrita, and we discuss, we have questions based on that. The level 2. The level 2, I don't know, I sent it to them, strategic planning, but I sent it to Sachitanya Prabhu also. He went through that. Но на BV.2 как раз и обсуждается, там читами тут читают. Я не помню, Шачной Прабhu, вам отправляли вот эту вот форму для что-то для BV.2, я не понял, что там. Модули, да, мы просто как раз вот все теоретическую как бы часть прошли, вот эти шастры мы как бы поизучали, а вот все стратегическое планирование, как проводить, мы еще не доделали. Yes, he got that models. They covered the theoretical parts with passages from Shastras, but they didn't cover the practical parts with planning and so on. So please do that. Ну вот, сделайте, пожалуйста, это. Хорошо, ну это как раз мы можем вас попросить как пример провести, может быть, с нами как-то. Maybe at some occasion you can conduct one session just to show us how this is being done. Заключительную часть вот этого проведения модуля, по новому модулю, то есть программы. This final part of the new module. Okay, yeah, we'll do that. Ну да, можно сделать. Спасибо. Может быть, тогда, если вопросов нет, может быть, дальше еще успеем. So we can read one more obstacle. Yes, please read. Оно большое, давайте, может, я прочитаю, чтобы побыстрее. Да, пожалуйста. Быстро читаю. Отношения с лидерами Бхакти Врикш. Программа Бхакти Врикша подразумевает сотрудничество с лидерами разных уровней. Если младшие проявляют нежелание сотрудничать, то надо донести это до внимания старших и попытаться найти решение этой проблемы. Однако, прежде чем это сделать, лидеру сектора лучше приложить все силы, чтобы самому вдохновить своих лидеров Бхакти Врикши, так как обращение к третьей личности может омрачить отношения. Лидер сектора должен быть проактивным и продолжать вдохновлять лидеров, давать отчеты и исполнять другие необходимые обязанности. В духовной жизни каждый начинает с детского уровня, и ему помогают вырасти и стать зрелым преданным. Так же, как мы подбираем разные методы для того, чтобы дисциплинировать детей в материальной жизни, также мы должны быть очень тактичны в побуждении преданных стать дисциплинированными и зрелыми в духовной жизни. Материальный возраст и образование не обязательно указывают на духовную зрелость. Понимание этого может дать нам много терпения и настойчивости. Так же, как мы не думаем о том, чтобы выкинуть детей из семьи, если они не слушаются, а действуем терпеливо, также мы должны действовать в духе сострадания и любви, чтобы поддерживать преданных и помогать им предаться. Не нам, а Кришне. Проповедь сознания Кришны очень очищающая и помогает людям преодолеть их материальные гуны намного быстрее. Она также размещает их сердца, так как проповедь в Бхакти Врикше требует личностного общения с младшими. Лидер Бхакти Врикши тоже понимает трудности привлечения своих подопечных к сотрудничеству, и так он учится важности сотрудничества во всей остальной иерархии Бхакти Врикши. Каждый лидер – это лидер и слуга в то же самое время. Это облегчает понимание необходимости ответственности и сотрудничества со старшими. В любом случае, лидер сектора должен понимать, что лидеры Бхакти Врикши
могут встречать настоящие проблемы в выполнении своих обязанностей и должен сочувствовать и помогать в их преодолении. Which one did you read, Prabhu? Lack of time? And the second? No, relations with Bhakti Vriksha leaders, the second one. First was domination, and the second is relations with the Bhakti Vriksha leaders. Okay, but I thought we already covered that. No, we just covered one. Мы же не читали второй, да? Мы, по-моему, первый только прочитали. Шачная Прабhu, да? Желание доминировать прочитали, и вот сейчас в отношении с лидером Бхакти Врикша, правильно? No, we just covered the first one, and now the second one. Может быть, это разные редакции, английская и русская. Okay. Actually, I thought we already did the first article. So I covered the second one. So now I'll cover the first one. Okay. Просто вначале немного перепутали. Маша прям думала, что мы прочитали второй, и она говорила по первому. Тогда она сейчас выступит вот по первому, по желанию доминировать. Okay. So one may. Actually, when we are all the Bhakti Vriksha leaders have been our Bhakti Vriksha members normally, and so we think that they are quite fine. I mean, I have a good relationship with them, and so we may tend to neglect them a bit. We may think that I've already cared for them in the Bhakti Vriksha, so they can manage on their own. Все лидеры Бхакти Врикши, как правило, сами когда-то были участниками Бхакти Врикши, и у них есть такая склонность не особо заботиться о подопечных, думая, что у тех и так все в порядке. And so then he also demands that, because I've cared for them, now they should all be very obedient and just listen to whatever I say. Ну и потом у лидера сектора есть такое мнение, что раз он взрастил вот этих всех преданных, то они теперь должны подчиняться каждому его слову. Because when they are members, when they're new members, they're very, they don't know anything. So they are very, very submissive and they learn, they're okay about whatever you teach them, they're learning because it's all new for them. Когда они еще были новичками, они были очень послушны, ловили каждое ваше слово, они накапливали знания от вас. But when they become Bhakti Vriksha leaders, I mean, they are also struggling, so they need some care and love. And, they need a very expert handling. Но когда они сами становятся лидерами Бхакти Врикши, у них начинаются всякие проблемы, поэтому им требуется особое внимание, любовь и забота. And because they've got a new role as a teacher themselves, then sometimes, a little bit of, they might think that I also know something and they may want to express themselves. Они оказываются в непривычной для себя роли учителя, и иногда у них такое возникает желание как-то самопроявиться. And so the sector leader should not be just bossy and dominate and say, you don't know anything, just listen to me. И лидер сектора уже не может просто включать начальника и говорить, я тут главный, слушай меня. Because that is the natural, we also faced with the sector leaders, some of them, the very little dominating types, they couldn't stomach it, when they're, because all the Bhakti Vriksha members, in the Bhakti Vriksha, they were all obedient and listening to whatever they said. And and when they became Bhakti Vriksha leaders, they were not so submissive. So what they wanted was that the Chakrapati or the Bhakti Vriksha coordinator should tell them that you all better obey the sector leader. Довольно распространенная ситуация, когда лидер сектора такой довольно доминирующий, и он обращается к Чакрапати или координатору Бхакти Врикши, чтобы тот внушил лидерам BV.1, чтобы они слушались лидера сектора. But we said that no, you have to also become like a servant leader
and be more caring and win their hearts. И нас тоже периодически просили о таком, но мы говорили, нет, вы сами должны покорить, завоевать сердца преданных, и сами должны тоже прилагать усилия. Otherwise, it will be like a bureaucracy. Everything you just push it to the top and you don't take any responsibility. Иначе возникает такая классическая бюрократическая система, где сверху вниз спускают циркуляры, и никто ни за что не отвечает. So in this way, everybody is trained, how to deal with their juniors and with their seniors, with everyone. Таким образом, все преданные проходят обучение тому, как вести себя с младшими, с равными, со старшими. And also the Bhaktivriksha leaders, when they, in the beginning especially, after a little success, then they become a little proud. They'll become a little puffed up and think, now I'm also a leader. Начинающие лидеры Бхакти-врикши, как правило, добившись хотя бы небольшого успеха, начинают гордиться и считают себя очень такими опытными лидерами. So you may not respect the sector leader so much in the beginning. Поэтому на первых порах они могут не оказывать особого почтения лидеру сектора. But the sector leader should not get disturbed. Но лидер сектора не должен из-за этого расстраиваться. Because he should understand this is just a disease. It's like, small children will get some rashes. You put medicine, it will go away. Он должен понимать, что это просто болезнь. Это как сыпь у детей. Если дать им лекарство, эта сыпь пройдет. So one should not be disturbed by these things. Не нужно беспокоиться особо из-за этого. And this is where I said that Krishna is also part of the thing, because they will understand that they can't do, they can't manage without the sector leader. И тут я обычно напоминаю, что Кришна тоже участвует во всем этом, и что лидеры BV.1 без лидера сектора не выживут. This happens in two ways. One is that he really will be quite immature to handle things, and he needs the help of the Bhaktivriksha sector leader. Это обычно проявляется двояко. То есть первый вариант — это когда лидер BV.1 действительно настолько незрел, что он вообще без помощи лидера сектора ничего не может сделать. And the second is he will see that his juniors, that if he understands that if they don't behave properly, then how it is. He can see this is not good. So then he'll realize, oh, I'm also not behaving very nicely with my senior. А во втором варианте до лидера BV.1 доходит, что если он не слушает своего старшего, то его собственные подопечные потом его тоже слушаться не будут. And so Krishna wants this kind of parampara system, and automatically, only when everybody has got a nice and humble mood, things will start working. Кришна ждет, пока выстроится такая своего рода парампара, и когда это произойдет, то все начнет работать уже как часы. A parampara of service, not parampara of a domination. Но это парампара служения, а не парампара доминирования. And then sector leader also becomes very mature in his Krishna consciousness. И в процессе этого лидер сектора тоже становится более зрелым в сознании Кришны. Because he understands that if he prays to Krishna, then Krishna will help him. And then he can be a nice, servant leader. Потому что он понимает, что если он будет молиться Кришне, Кришна поможет ему, и он станет лучше, как лидер сектора. Because when we are not depending on Krishna, then, we think we have to take everything in our hands and start dominating and, set everyone correct. Otherwise, and try to put fear in people's minds. Дело в том, что когда мы не полагаемся на Кришну, мы начинаем полагаться только на себя, берем все в свои руки, вселяем ужас в сердца окружающих. And you can make people afraid of you and do everything. If you don't write reports, we can threaten them with something. But then we want loving relationships. That will be disturbed if you put fear
Конечно, запугать-то всех нетрудно, пригрозить, что если они не будут сдавать отчеты, то им достанется. Но отношения, основанные на любви, таким образом не построить. And they have to be inspired, right? The Krishna consciousness preaching and is all about voluntarily wanting to do things in an inspired way. Мы должны Here, вдохновлять, they will not be able to act like that. мы должны вдохновлять преданных, потому что преданное служение, проповедь — это все основано на вдохновении. Если не будет вдохновения, ничего этого не будет. On the other hand, if we put, fear in them and act very dominating and all that, what will happen? People will feel resentment and, then they will have all these bad, this thing of wanting power, position, and doing politics and all this. С другой стороны, если вы будете всех запугивать, над всеми доминировать, то ваши подопечные, в свою очередь, вырастут такими хитрыми политиками, изворотливыми, которые тоже будут искать возможности для доминирования и плести всякие козни. So that is why Bhakti-vriksha is really the most important thing is it's cultivating really nice qualities and leadership qualities in people. Таким образом, мы видим, что Бхакти-врикша развивает очень хорошие качества в преданных и делает из них очень хороших лидеров. And it's a lifetime of purification and, developing more and more better and better leadership qualities. Потом это же программа на всю жизнь, работа над своими качествами, развитие лидерских способностей. And the whole program itself is such that we have to train junior leaders also. И Волк-читание, можете микрофончик отключить, фон идет. И тут еще важно воспитывать следующее поколение преданных. Where else do you find people actually training leaders in a very selfless way? Где еще, в какой организации вы найдете тех, кто совершенно бескорыстно воспитывает следующее поколение лидеров? Isn't it? Разве не так? His Holiness Jayaptak Swami, for his Vyas Puja, he was saying how Prabhupada wanted thousands and lakhs of acharyas in the future. В своей речи на Вьяса-пуджу в этом году Шрила Джайапатак Свами Махарадж говорил, что Шрила Прабхупада хотел, чтобы были тысячи и сотни тысяч ачарьев в будущем. And acharya means someone who practices what he preaches. Ачарья — это тот, кто следует тому, что он проповедует. And also that he can, in the future, he said, I want many, many people to give dikshas, lots of people, not just few people, but many, many people. Прабхупада said that, right? Yes, yes. И Прабхупада говорил, что он хочет, чтобы в будущем многие давали дикшу, не то, что какое-то очень ограниченное количество дикши будет. So this is how if you train people, then they'll develop bit by bit. Every time they become a next level leader, they're forced to develop even more qualities in the mode of goodness. Поэтому, когда вы помогаете преданным прогрессировать при переходе на каждый следующий уровень в системе лидерства, они вынуждены развивать в себе новые и новые качества. And all these present Bhakti-vriksha leaders in the future, they might become gurus. И те, кто сейчас ведут Бхакти-врикши, кто знает, в будущем они могут стать гуру. So we have to give a lot of care in training them. Так что есть смысл вкладываться в них, в их обучение. And when we are trying to help them, we ourselves are progressing. А помогая им, мы помогаем самим себе прогрессировать. Because this is Bhakti-vriksha fosters the mood of selflessness as given by Chaitanya Mahaprabhu. Таким образом, Бхакти-врикша воспитывает дух бескорыстия, дух Чайтаньи Махапрабху.
And Chaitanya Mahaprabhu said the fruit of this tree is, Bhakti Vriksha is Krishna Prem. А Чайтанья Махапрабху говорил, что плоды этого дерева Бхакти, Бхакти Врикша, это Кришна Према. Yes. Any comments or questions? Okay. Ishani Kirti Prabhu's husband is also there. Hari Bol. Hare Krishna. Вот вижу супруга Ишани Кирти, Матаджи, Хари Кришна. Пожалуйста, вопросы ваши, комментарии. Уважаемая Према Падмини, примите наши нижайшие поклоны от семьи из Курска, Россия центральная, Валабхачитани Ишани Кирти. Please accept our obeisances from Shani Kirti and Vallabhachitani from Kursk. Hare Krishna. Мы первый раз в этом формате санги слуг лидеров округов, но считаем, что очень уместно сегодня здесь помогают нам выполнять служение. Мы хотим поблагодарить. Сегодняшний формат дал нам много ответов на вопросы, как выполнить служение слуга Ятры. This is first time we joined Zoom conference on sect leadership, and thank you for giving answers for our questions how to serve the Yatra as Yatra leaders. Now you are the Yatra leaders, of То есть course. вы возглавляете Ятру сейчас, да? The connection is not good. Вам слышно вопрос, да, Маджи Шани Кирти? Да, Нитай Читания Госвами после его ухода в Валабхачитане мой муж принял ответственность за Ятру. После ухода after passage of Nitai Chaitanya Goswami, Vallabhachitanya, my husband became Yatra leader. Oh, that's really nice. Ну, это очень хорошо. Это очень ответственно в том смысле, что у нас нет качеств, которые сегодня обсуждались. И, если можно, мы останемся в этом формате слушания. This is a great responsibility for us because we see that we lack qualities and we would like to continue to hear from you. Okay. У Валабхачитани есть вопрос. Vallabhachitanya has a question. Yes, please. Пожалуйста. Харе Кришна. Последнее занятие по модулю Бхакти Врикши получился немного неформальным. То есть мы отошли от того, что прописано в модуле, и преданные, как-то сказали в нормальном общении, много раскрытия сердца. Как нам, сохранив формат, вот это продолжать, вносить неформальность, чтобы преданные больше, больше раскрывались? They conduct Bhakti Vriksha and Maji, can you hear me? Yes, I can. Okay. They conduct Bhakti Vriksha, and during last meeting they tried some informal formats and devotees liked it very much. So the question is how to continue Bhakti Vriksha but to make it more personal and more informal. What changes did they do and make it more personal? Какие именно вы изменения сделали, чтобы сделать более неформальным и более личностной встречу? Ломка льда была больше по времени. Потом что у нас? Просад. В общем, все было неформально. Но я знаю ответ на этот вопрос. Нужно просто встречаться чаще между программами. Но так как мы загружены Ятрой, нет возможности чаще. Нет, вопрос был в том, а что конкретно вы изменили. То есть это ломку льда услышал, и что еще? Проповедь больше как бы по времени не было. И
мы еле включили обсуждение текста. Они преданные хотели продолжать просто раскрывать сердце, ну, обсуждать проповедь. И обсуждение мы как бы еле включили, и получилось тоже немножко, ну, затянули немножко так неформально. То есть проповедь вы тоже обсуждали, да? Я вот не могу понять. Да. They made a long icebreaker and a long discussion of preaching, almost skipped philosophical passage, and they had discussion during prasadam also. Oh, very nice. So Замечательно. they made preaching session longer. То есть, And, получается, больше проповеди, да, уделили внимание, ломки льда. That's very good. Ну, это хорошо. So you find the devotees are more enthusiastic now? И сейчас у преданных больше стало энтузиазма, да? Они, похоже, отключились. А У вас- вот Да, больше энтузиазма. Yes, they have more enthusiasm now. And how long does it take to complete your Bhakti Vriksha? You mean one session or till One the session, one full 1 week, I mean, the whole module, that is. Ага. А по времени сколько вот у вас один модуль получается проходить? Ну, то есть вот то, что на день запланировано, сколько там часов это заняло? 4 часа. Модуль где-то 1,5 часа, 2 часа, а неформальная получается 4,5 часа. They spent 1.5 hours or 2 hours discussing the model itself and another 2 hours for informal association. So Oh. about 4.5 hours in total. Okay, very nice. And what about Kirtan? А Киртан как? 15 минут мало. 15 minutes, but it seems it's not enough. Okay, in Russia, people love Bhakti Vriksha to spend a lot of time. It's very nice. Да, в России любят такие долгие бхакти-врикши проводить. So you have got some good leaders now? У вас есть уже такие хорошие лидеры BV.1? Один. One leader, И у вас есть вот. хорошие лидеры. Okay. Потенциально один. One potential leader. Okay, good. But they're all advancing nicely. Надеюсь, что остальные тоже подтянутся. Спасибо, ручки намасте, подержи. Do you also manage the temple? Вам еще руководством храма ведь приходится заниматься, да? Очень много времени занимает. It takes a lot of time. So he's managing the temple also. То есть вы еще и храмом руководите, да, получается? Да, правильно, да? Да, да. Yes. Okay. Then if you have all these Bhakti Vriksha members, you can make them advance very quickly if you give them a lot of services and responsibilities in the temple. Ну, вот если вашим подопечным поручать какое-то служение по храму, то они будут быстрее тогда прогрессировать. And because you appreciate also Bhakti Vriksha, you're also a Bhakti Vriksha leader, then you can really help them to become good Bhakti Vriksha leaders also. И поскольку вы хорошо понимаете, что такое бхакти-врикша, вы можете им помочь тоже стать лидерами бхакти-врикши в дальнейшем. I think it's very rare I mean, maybe there are a few like that, but very rare that a temple president is also a Bhakti Vriksha leader, and that's very nice. Потому что это вообще такая уникальная ситуация, что президент храма, он еще лидер бхакти-врикши. Буквально несколько таких примеров в мире есть, но это здорово. Okay, so any other? Еще, может, какие-то вопросы есть? Мы сейчас Падмини, потому что без нам не вытянуть. Можете еще раз повторить? У вас связь плохая, я буквально обрывки Мы только очень слышу. нуждаемся в руководстве Према Падмини. То, что сегодня говорилось в этом формате, это просто в точку развития нашей ятры. Для нас важно. We
need so much your instructions, Mataji, because whatever you were telling today, it's very, very up to date regarding our Yatra situation here. Do you have regular meetings? А вы проводите регулярные встречи? Meetings, you mean Bhakti-Vriksha meetings or what meetings? Yeah, Bhakti-Vriksha meetings. У вас регулярно Bhakti-Vriksha проходит? That is meetings. Oh, but they have only one leader. Okay. That to potential leader. Okay. Okay. Generally, do they? How do they manage? They have regular meetings. You mean meetings with whom? For running the temple, whoever is taking. А у вас проходят какие-то встречи, вот, ну, с теми, кто в храме живет там или служит, вот какие-то такие встречи с активом храма у вас проводятся? Если да, то как часто? Сейчас намечаем только первую встречу, такую расширенную сангу в семейном кругу, неформальную, вот, только начало как бы таких отношений, а тогда просто менеджериальный такой подход, отчетность и так далее. Но вот с настроением Бхакти-Врикши, как вы говорите, как сказать, добровольного от сердца служения, только начало. Previously, before we took the position, those meetings were very bureaucratic, just like you mentioned with all these numbers and reports. And we are planning to start a new type of meetings, just as you said, based on love and informal relations. So we're only planning to conduct such a meeting. Okay, very nice. Это очень хорошо. Nice. Vijay Tagore хотел вопрос задать. Vijay Tagore Prabhu has a question. Говорите, пожалуйста. Yes. Хари Кришна. Према Падмини, скажите, пожалуйста, ну, правильно понимаю, что практически, ну, лидер, он должен взять практически 100% ответственность за ситуацию в группе. Если что-то не так, значит, это либо не хватает, не дает он должного вдохновения, либо недостаточно делать примеры, недостаточно проявлять заботу, любви. Лидер сектора или... лидер сектора, там, либо лидер группы, в принципе, любой лидер. Is it so that the leader bears 100% responsibility of what is going on in his group, and if something is going wrong, he is the one to blame for that? То есть искать как бы решение проблемы только в себе, в своих как бы, ну, в своем поведении, в своих качествах. If something goes wrong, he should consider this to be his fault and his deficiency of proper qualities. Is it so? If he consults the seniors and is always, he's also reporting. If he wants reports, he also should have someone to whom he is reporting. У лидера должен быть какой-то старший, кому он отчитывается, с кем он советуется. So in this way he can avoid, problems. И таким образом можно избежать многих проблем. I don't know if I answered his question. Если я о том говорю, о чем вы спрашивали. So his idea was that if something goes wrong, this is the fault of leader. He should not blame somebody else for that, but this is only his responsibility. Ну, я немножко про другое, да, и, конечно, я понимаю, что очень важно иметь руководство внешнее, просто, что в любой ситуации, что фактически мы берем 100% ответственность и практически никому не делаем замечания, то есть все проблемы мы как бы решаем, изменяя себя. His question is that the leader is not criticizing or correcting somebody. If something goes wrong, he thinks that it is his fault and he should improve himself. He's not trying to blame somebody else.
Yes, that is correct. Ну, да, это правильно. Because ultimately we are doing it as service to Krishna. So we have to see how to improve our service. В конечном счете, это же наше служение Кришне, а мы должны стараться делать наше служение лучше и лучше. Спасибо. У нас еще есть пару пунктов. Может быть, тогда Джейн Тагор, правда, вас попросим прочитать. Дальше еще читаем, да? Еще есть время чуть-чуть? 15 минут. Мы просто половину же начали, не знаю, удобно ли? Так, we have a few more paragraphs. Can we cover them also? Just a couple of short paragraphs left. Yeah, okay. Давайте. Нехватка времени, да? Да. Лидер сектора может обнаружить, что требуется слишком много времени, чтобы регулярно встречаться со всеми лидерами Бхакти-врикши. В случае, если он с самого начала позаботится об установлении хороших личных взаимоотношений с младшими, то можно будет скоро заметить, что даже простой разговор с ними по телефону, обучение и передача им полномочий сделает его работу намного проще. Ему надо обучать и уполномачивать лидера Бхакти-врикши так, чтобы они сами становились лидерами секторов, когда их Бхакти-врикша разделится. Поэтому он может постепенно поручать им, помогать ему в роли лидера сектора. The lack of time paragraph we read. Lack of time, right? We have to read that? We've read that just. Oh, just that. Okay. Yes. It's like too much time to meet all the, so yeah, only in the beginning we need to really work on having a good understanding. Вначале приходится потратить какое-то время, чтобы преданным привить правильное понимание. Because once a nice understanding develops, then it's very easy. Точнее, взаимопонимание. Как только взаимопонимание появится, дальше уже все проще пойдет. And then, because in the future they will also become sector leaders. So we must treat them like our assistants. В будущем ваши подопечные сами станут лидерами, поэтому нужно сразу к ним как к вашим будущим помощникам относиться. And so speaking on the telephone with them and empowering and training them will make his work a lot easier. So that is why, I mean, you know, in India, how they do business, you know, because everything, especially the Gujarati community, how they do businesses, they develop very close personal relationships. Здесь вот такая фраза была, даже простой разговор с ними по телефону, обучение передачам полномочий сделает его работу намного проще. Вы знаете, как в Индии гуджаратцы ведут бизнес? У них особый такой есть стиль, они развивают очень близкие отношения. And because of that, they, you know, sign many transactions based on trust, even without much, no formal signature and all that. They don't even wait for something to be, you know, legally make some contracts and all that, because all that takes time. Just on the word of trust, you know, they just agree to something and then the business starts. Поскольку у них очень такие близкие отношения, у этих бизнесменов друг с другом, они часто даже формально не оформляют сделки, там не подписывают договора, просто не тратить время. У них все на слове чести и на доверии основано. So like that, if we have a good relationship, then we just need to, even on the phone, or now, of course, we have the Zoom also, and we just come and discuss, and many things, even we don't have to physically meet. Just on Zoom, we can make all the plans, right? Логичным образом, если у нас есть хорошие отношения, мы многие вопросы можем решить по телефону. Ну, это вот телефон на тот момент, когда книга была написана, сейчас еще Zoom появился.
isn't it? Now the Zoom is very helpful, right? We don't have to drive down and go there for a meeting and all that. Сейчас с появлением Zoom уже отпала необходимость ехать куда-то на какие-то встречи. Можно в онлайне все сделать. Are people attending meetings more now? Как сейчас? Больше стало участвовать в преданных во встречах? Ну, после ковида точно больше стало в Zoom участвовать. More online participants after lockdown, yes. И, конечно, плюс то, что есть вот, у нас, допустим, много региональных станций, так или иначе появляется в координации BV.Webinars, и, допустим, вот преданные с одного региона могут регулярно встречаться каждую неделю практически. Besides, now we can have regular regional meetings with devotees. So that's what. And then we also need one, we need to write down every day what are all the things that we need to do or discuss or whatever. And you send the agenda. I mean, this is for ourselves also. Every day we make a list of all the things that we need to do. Then we find that everything gets done. In a similar way, if you're having a meeting, either it is with the regional secretaries or with your, Bhakti-Vriksha leaders, whoever it may be, if you send them an agenda, this is what we're going to discuss, and this is how long it will take, then, people will be mentally prepared and they'll be very eager to attend the meetings. Вы все знаете, что если с утра составить список дел на день и потом исследовать, то все получается очень быстро и эффективно. Это же можно использовать на онлайн встречах, неважно, региональных или встречах вашей Бхакти-Врикши. Если заранее составить план того, о чем вы будете говорить, и распределить время, у преданных будет больше желания в этом участвовать. So in this way, we can overcome, the time factor if we are a little more organized. И просто за счет вот такой более высокой организованности можно победить нехватку времени. У нас еще такие ситуации есть, допустим, в регионе бывает так, что Бхакти-Врикши развивались часто вообще самостоятельно в каждом городе, и, допустим, появляется какой-то координатор или как-то ответственный за развитие региона, и у него отношения не так сильно развиты. Как вы думаете, может быть, что-то можете посоветовать для того, чтобы улучшить эти отношения? In our regions, we have a lot of Bhakti Vrikshas which developed on their own without any connection with the system. And what advice can you give how to improve relations with them so they are sort of independent groups in small cities and so on? Have a Bhakti Vriksha festival and call all the leaders. Устроите фестиваль Бхакти Врикши и туда всех лидеров пригласите. I mean on Zoom. В Zoom я имею в виду фестиваль. And then something like a Vyuha program. So let them come and showcase their Bhakti Vrikshas and talk about them. Что-то типа такого онлайн-вьюхи, пусть они выступят, расскажут о своих Бхакти Врикшах. So they'll become very enthusiastic, and then slowly they will want to, interact more with with you, with the leader. Это их вдохновит, и, возможно, потихонечку у них появится желание с вами взаимодействовать как с лидером. Okay. We have to show them how nice it is when you work with others. Нужно показать им, как это хорошо, когда вы сотрудничаете с другими. У нас просто очень часто бывает, что в городах уже Бхакти-Врикши переросли, 64 недели уже давно закончились, и они превратились многие в намахаты, в разных городах, и там Бхакти-Врикши не всегда проявлена как таковая, но преданные встречаются, собираются и отождествляют себя больше с намахатой. Вот можно ли таких лидеров приглашать тоже на такие вьюхи? In many towns, Bhakti Vrikshas already transformed into Namahatas, though they consider themselves more a Namahata than a Bhakti Vriksha. Can we also invite them?
Okay. Yes. Yeah, of course. Those Bhakti Vrikshas which have become Namhattas, yes, you should call them so that slowly they'll be inspired to do Bhakti Vriksha once again. Да, конечно, их тоже можно приглашать, и потом постепенно, может, они вдохновятся к формату Bhakti Vriksh вернуться. Мне кажется, Маджи устал, нам надо закругляться уже, снайпер, вы чего скажете? Да, ну, не знаю, спросите, может быть, еще один пункт. Может, там, потому что остался вот в этой главе. Да, давайте закругляться уже, ну, видно, что уже стало. I think it's time to finish now. We have one short paragraph left, but it seems that it's enough for today. Okay. Окей, хорошо. Thank you so much, Mataji. Thank you. Hare Krishna, Srila Gurudev ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva pattanam pavnebhyo Vaishnavibhyo namo namaha. Ananta koti Vaishnavim ki jai. Hari Bol. Hari Bol. Спасибо большое. Очень рады были с вами пообщаться сегодня. Спасибо за наставление. Спасибо большое, Према. Харе Кришна.